В этой замечательной стране каждого человека учили глобализму. Глобальное желание может себе позволить только глобальное существо. И вдруг оказались, что о самом-то себе они не могут ни заботиться, ни беспокоиться. С другой стороны был американизм, где каждый отвечал только за себя, стоял только за себя. Постепенно стало общество потребления, давлеть здесь. Сейчас идет слияние этих двух систем. То есть там не получилось, здесь не получилось. Давайте искать посерединке. Вот была такая замечательная страна, называлась она Советский Союз. И в этой замечательной стране каждого человека учили глобализму. Его учили сразу мыслить о мире во всем мире, его сразу учили мысли, чтобы все это сделали. И сколько раз это пытались сделать, это приводило к каким-то очень странным результатам. То есть глобальное желание может себе позволить только глобальное существо. А если само существо узкого спектра восприятия, то оно, конечно, не способно даже увидеть вот это все во всем мире. Вы помните, как вырубали все виноградники, когда был введен сухой закон, то есть всем не пить. Дальше пытались запретить, в чем это вылилось потом? Потом люди стали самогонку гнать. То есть все очень просто. Запретили всем людям курить. Сначала запретили всем курить в помещениях. Все вышли за дверь этих помещений, стали там курить. Тогда уже стал не погулять на улице. Раньше хоть был свежий воздух на улице, пусть бы они все курили в помещениях. То есть вот таким способом, когда мы говорим все обо всем, каждый человек должен давать себе отчет, а насколько он способен мыслить все обо всем. Или для него это просто какая-то философия, какая-то теория. И, конечно, вот этот самый такой банальный вопрос сейчас очень много возвращается к тому, как хорошо жилось в Советском Союзе или как плохо жилось в Советском Союзе. И ответ здесь очень простой. Ни хорошо, ни плохо. Пытались глобализм всем предложить. Потому что, с другой стороны, был американизм, где каждый отвечал только за себя, стоял только за себя и знать не знал, что вокруг происходит, и ему это было не важно. Важно, что происходит с ним. Сейчас идет слияние этих двух систем, но поначалу идет перебрасывание с одной системы на другую. То есть американский образ жизни вдруг стали навязывать тем, кто жил в Советском Союзе. Это было, конечно, достаточно сложно, потому что привыкшие знать все обо всем мире, политику всего мира, что там мыслят главы этого мира и так далее, и вдруг оказались, что о самом-то себе они не могут ни заботиться, ни беспокоиться. И вот тогда постепенно стало общество потребления, давлеть здесь, а поскольку привыкли все иметь, ну, все же во всем мире сразу, и тогда человек подумал, ну, конечно, я должен быть богатым сразу, я должен получать огромное количество денег сразу. Вот я только родился, и сразу все мне должны дать, потому что одно смешалось с другим. То есть тот образ жизни, что и вот я сам по себе ни о ком знать не хочу и больше ничего, но он уже был воспитан как общество потребления. То есть дайте мне то, дайте мне это, дайте мне то. И всегда в кредитах жил, такие истории у них были. И перебросили сюда, где все глобально. И, конечно, осталась такая прослоечка, в которой надо было уцелеть. То есть нельзя было так сразу все делать. Поэтому вот эти глобальные идеи может позволить себе только по-настоящему глобальный человек. Есть такая серединка. То есть вот не мир во всем мире, а мир конкретно относительно меня в моей семье или внутри моих знакомых, допустим. То есть каждый выбирает. Или мир среди всех людей моей профессии. Или всех, кого я лично знаю. То есть надо как-то выверять свои способности. Если уже с глобализмом ничего не вышло, страны это не стало совсем, сейчас она только в истории, эта страна. Если уж с американизмом тоже ничего не вышло, они сейчас тоже же все в таких проблемах невозможных. Это то, что мы сейчас увидели в данный момент, это же, конечно, они сами себе противоречат. Демократы, которые свободу слова отключают своего президента от всех соцсетей, действующего президента. Это же вообще немыслимо. Это те-то, кто говорили, у нас свобода полная.
что человек, вот человек, он сам по себе человек, он может делать все, что угодно, особенно если у него есть деньги, он может иметь все. И вот мы смотрим, замечательный президент Трамп, который имел огромное количество денег, он отказался даже от зарплаты президента, он сказал, у меня и так все есть, мне $1 платите. И вдруг его отключают от всех сетей. И это тоже интересно. То есть там не получилось, здесь не получилось. Давайте искать посерединке. Видимо, если сложить эти две категории и получить что-то среднее, то у нас все получится.